7 сентября 1947 года были заложены 7 важнейших архитектурных сооружений послевоенной России. Изначально московских высоток должно было стать 8. 8-я была заложена сразу за Кремлем, но пала жертвой борьбы с излишествами, и на ее месте вначале построили гостиницу «Россия», а сейчас открывается парк «Зарядье». В 1947 году от послевоенного неурожайного голода погибло больше 1 миллиона человек. В этом же году Москве исполнилось 800 лет, и между хлебом и зрелищами Иосиф Сталин выбрал второе. Высотки должны были продемонстрировать неувядающий дух советского народа после долгой разрушительной войны, а еще привнести в Москву самую передовую архитектуру — американскую, но с русским акцентом. Самой русской получилась ближайшая к Кремлю высотка на Котельнической набережной. В ней узнаются и зубцы Кремлевской стены, и завитки Василия Блаженного. А вот уступчатость небоскреба вполне нью-йоркская. Но там, за Атлантикой, эти уступы были нужны, чтобы чистокол небоскребов не погружал улицу в беспросветную тень, а московские высотки строились посреди деревенских домов и кривых улочек. Эти уступы повторяют американский стиль, но функцию несут исключительно декоративно. Самая американская по внешнему виду высотка — МИД. Изначально она была задумана без шпиля, вот такой. Но в Кремле показалось, что неплохо бы добавить величественности. Шпиль не был запроектирован, и конструкция здания могла бы и не выдержать каменной громады. Поэтому шпиль сделали из стали и просто покрасили в цвет гранита. Высотку на Кудринской называли «домом авиаторов». Заказчиком формально числилось Министерство авиапрома, и к завершению строительства сюда слетелся весь цвет советской авиации. Неподалеку от высотки находилось и находится американское посольство. По слухам, верхние 2 этажа были заняты квартирами для прослушки и наружки. Гостиница «Ленинградская» у 3 вокзалов стала самой скромной из всех высоток. Всего 136 метров. Зато изнутри она напоминает гигантский готический собор. Вход в лифтовый холл — это настоящие врата, да еще и с витражами. Во время хрущевской борьбы с излишествами архитекторы Ленинградской станут ее первыми жертвами. В высотке найдут черты буржуазной помпезности и необузданного украшательства. Как будто всего этого нет, например, в высотке на Воробьевых горах. К тому же университет — самая высокая великанша из всех. Эмблема на шпиле только с земли кажется легкой и ажурной. Диаметр венка почти 10 метров, а сам шпиль — это почти 16-этажный дом, 60 метров. Вот для сравнения: Петропавловская крепость в Петербурге — 33 метра, Адмиралтейство — 29. Московский университет оставался самым высоким зданием во всей Европе аж до 1990 года. Тогда его обогнал франкфуртский небоскреб Мессетурм. Чтобы построить высотку на Красных воротах, пришлось замораживать грунт и строить здание под небольшим наклоном. Когда земля оттаяла, здание само встало на место. Правда, немножко не до конца. Не Пизанская башня, конечно, но чуть-чуть высотка на Красных воротах все-таки кренится. Гостиницу «Украина» закончили уже в новую эпоху, накануне фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Чтобы не ударить в грязь лицом на буржуазные излишества и необузданные украшательства, решили махнуть рукой. Строительство необходимо было закончить как можно скорее, и воду из грунта откачивали насосами и сбрасывали в Москву-реку. Такими получились 7 московских высоток. Удивительно, что им так и не придумали в русском языке красивого названия. По-английски и то есть. Их называют Seven Sisters — 7 сестер. Спустя 70 лет профили 7 сестер известны в мире не хуже кремлевских башен.